Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить знаменитый австрийский десерт Кайзершмаррн. Необычный и очень вкусный. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, берем 2 яйца. У меня категории S0, которые необходимо разделить на белки и желтки. Обращаю ваше внимание, что миска для белков должна быть абсолютно сухой и желательно обезжиренной с помощью уксуса или лимонного сока. Белки пока отставляем в сторону, а в желтки добавляем 15-20 граммов сахара, это примерно 1 столовая ложка. Слегка перемешиваем желтки с сахаром. Кстати, у меня сахар тростниковый, но подойдет и обычный белый. Сюда же добавляем 200 мл молока комнатной температуры. И еще раз хорошо все перемешиваем. Теперь берем 100 граммов муки, у меня предварительно просеянная. Всыпаем в яично-молочную смесь немного муки и с помощью венчика вмешиваем ее. Затем всыпаем еще чуть-чуть и снова перемешиваем. И таким образом, то есть добавляя муку небольшими порциями, вмешиваем в яично-молочную смесь всю муку. Когда вся мука вмешана, добавляем в эту смесь 1 чайную ложку ванильного экстракта, который можно заменить пакетиком ванильного сахара. Также по желанию в тесто можно добавить около 1 столовой ложки рома. Любого, главное, чтобы вам нравился его вкус и аромат. Еще раз хорошо все перемешиваем до однородности и отставляем эту миску в сторону. Теперь берем миску с белками. В белки добавляем щепотку соли и половину чайной ложки винного камня или лимонной кислоты. С помощью миксера взбиваем белки до состояния очень пышной пены. В получившуюся пену всыпаем 15-20 граммов сахара и продолжаем взбивать белки, но в этот раз до твердых пиков. Проверить, достаточно ли вы взбили белки, очень просто. Если вы перевернули миску с белками дном вверх и они остались на месте, значит белки взбиты правильно. Когда белки взбиты, берем миску с приготовленным ранее тестом. Небольшую часть взбитых белков добавляем в тесто и венчиком перемешиваем их до однородности. Затем переливаем тесто во взбитые белки. И очень аккуратно движениями снизу вверх перемешиваем белки с тестом, пытаясь по максимуму сохранить воздушность белковой массы. Кстати, если у вас нет миксера, то можно просто смешать все ингредиенты обычным венчиком или вилкой. И тогда у вас тоже получится Кайзершмаррн, только тирольский. Тесто должно получиться достаточно жидким, примерно как на панкейке. Отставляем пока тесто в сторону и ставим на минимальный уровень нагрева сковороду со съемной ручкой. Добавляем в сковороду 20-30 граммов топленого масла и ждем, когда оно растопится. Можно использовать и обычное сливочное, но топленое лучше. В растопленное масло вливаем тесто. Напомню, сковорода должна стоять на минимальном уровне нагрева, это важно. Теперь берем 20-30 граммов предварительно помытого и обсушенного изюма, это примерно 1 жменька, и распределяем изюм по поверхности теста. Держим тесто в сковороде на минимальном уровне нагрева 2-3 минуты или до тех пор, пока вы не увидите, что по краям оно уже начало схватываться. После этого отправляем сковороду в уже разогретую до 180-190 градусов духовку, где Кайзершмаррн будет готовиться на протяжении 10-15 минут. В духовке поверхность Кайзершмаррна может слегка подзолотиться, а может и остаться бледной, но главное, чтобы она не была жидкой. Для удобства я разрезаю получившийся блин на 4 части, но можно этого не делать. Переворачиваем кусочки Кайзершмаррна или целый блин дном вверх, накрываем сковороду крышкой и жарим блин на минимальном уровне нагрева 2-3 минуты, чтобы он схватился корочкой с другой стороны. Теперь нам понадобятся 2 вилки, с помощью которых нам нужно разорвать блин на небольшие кусочки. Можно, конечно, аккуратно разрезать его ножом на дольки или небольшие кусочки, но в Австрии его именно так рвут на небольшие кусочки вилками или лопатками. Не обязательно, но желательно добавляем в сковородку 5-10 граммов топленого масла
И обязательно присыпаем получившиеся кусочки с сахаром. Его понадобится 15-20 граммов. Теперь, постоянно помешивая, обжариваем кайзершман на минимальном уровне нагрева еще 2-3 минуты. К слову, готовить этот десерт можно исключительно на сковороде, но в этом случае очень сложно контролировать степень зажаристости корочки. Я в процессе съемки немного не уследила и с одной стороны немного его передержала. А правильный кайзершман не должен быть слишком темным. Снимаем сковороду с огня. Наш десерт полностью готов. Выкладываем его на порционные тарелки, а указанных в рецепте ингредиентов лично мне хватает на 2 порции, и обязательно присыпаем его сверху сахарной пудрой. Кайзершман, как правило, подается с яблочным пюре, который в Австрии называется апфельмус, или клюквенным или брусничным соусом. Визуально этот десерт может показаться не слишком привлекательным, но это именно тот случай, когда внешний вид обманчив. По вкусу это невероятно нежный, сочный и в меру сладкий десерт с тонким сливочным послевкусием, который одновременно напоминает и панкейки, и бисквит, и блинчики, и омлет. Ну а апфельмус и клюквенный соус идеально дополняют вкус самого кайзершмана, делает его более ярким и необычным. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!